Саша, отвечай на сообщение. Вопрос, ради которого, возможно, мы собрались на это интервью. Мы с Корчилиным на сцене играли спектакли. Вот этот взгляд Саши. Гоголь-центр закрылся 30 июня для меня. Все, что будет дальше, это будет что-то другое. Цель — пролететь над. Не спуститься вот в эту всю грязь и не начать в этом во всем вариться, где все пытаются найти виноватого. Приходили некие люди. Домой что-то принесли. Что это было, я так и не понял, если честно. За 3 дня до смены мне просто сообщили, что меня нельзя снимать. Я хочу увидеть, что происходит у меня дома, непосредственно своими глазами, сделать какие-то свои выводы. Не родина. Люди в родине, которые называют это родиной и дают этой родине определенную краску, черную, белую, в которую нужно верить, правильную, неправильную. Ее формируют люди. Самая классная тут погода – это весной, когда тут все начинает расцветать, и солнце, и все, просто город меняется кардинально. Тут просто выползают люди в парке, и вот эти чайки, порт, рыба, все это как-то сразу такая романтика. Мы в Гамбурге. Ну вот получается, что так. Должен быть дождь вместо снега, тогда будет прям классика. Вот ветер, дождь и серость. Как тебя сюда занесло? Началось еще с 2019 года, когда мы сюда приехали на гастроли с «Коммуна Руси», когда еще Гоголь-центр был открыт. Вот. А потом, в общем, как-то случилась дружба с этим театром. Стали. Да. И вот мы выпустили там в 2020 году «Черного монаха». Ну и потом как-то поехало все. И вот теперь я играю в этом театре. А получается, что ты живешь в Берлине, а сюда приезжаешь только играть в спектакли? Я не могу тебе сказать, что я прям живу в Берлине. У меня нету квартиры, которая там на долгий срок до сих пор. Я как бы живу там, где у меня есть работа. Я вот для себя сейчас определил так. И пока у меня есть такая возможность, я хочу ей пользоваться. Я не могу сказать, что я живу в Берлине или в Германии. Да, я здесь просто провожу больше всего времени. Вот в Гамбурге работаю, в Берлине чаще снимаю квартиру там на 3, на 2 месяца, потому что там друзья, потому что там много людей, с кем я могу увидеться, пообщаться. А так вообще просто мотаюсь. Это изматывает? Первый год это было жутко изматывающе, да, и я ловил такое депрессивное состояние, потому что ты ни к чему не привязан. Ты просто какой-то отвязавшийся контейнер в этой реальности, и тебя мотает, и ты можешь как бы, в этом космосе, ты не понимаешь, куда тебе идти вообще. Сейчас как-то меня отпустило, и я начинаю получать удовольствие вот от этого приключения, в котором я не знаю, что будет там через месяц. И как-то это стало, что ли, каким-то сейчас, таким новым смыслом жизни, что ли, получать вот от этого удовольствие. Вот не планировать жизнь, а как-то вот стараться жить, скажем так, в моменте. Твое первое большое интервью, вот за последние 2 года, скажем так. Да, я уже даже не помню, когда было последнее. Вопрос, ради которого, возможно, мы собрались на это интервью. Я поговорила с большим количеством людей, когда готовилась, среди которых даже были люди, с которыми ты расстался. В смысле? У каждого человека есть какие-то бывшие. В этом смысле. Понял. В общем, Филипп, есть проблема. Никто про тебя не говорит плохо. Угу. Как тебе удается быть таким хорошим? Слушай, Кать, во-первых, я не очень люблю вот это, знаешь, типа, быть таким хорошим. Знаешь, как будто какой-то мультфильм сразу мне видится. У меня разные бывают проявления, и как бы... Есть какая-то история, в которой ты поступил плохо? И ты ее помнишь, и она тебя мучает? Она меня не мучает, просто я знаю, что я так больше никогда не поступлю. Когда я был подростком в школе, в общем, я тусовался с разными ребятами. Так сказать, мы играли в плохих ребят. Там были какие-то стрелки, вот это все, типа там, знаешь, какой-то движ, там бригады все пересмотрели.
Я помню, что в классе был один мальчик, в общем, он такой был, ну, такой, знаешь, типа двоечник, и такой, знаешь, он был безобидный абсолютно, он как-то и ни с теми не тусовался, ни с теми, ну, какой-то он был немножко такой, знаешь, дурачок такой. Мог девочку там обидеть, там что-нибудь кинуть в нее, какую-нибудь там жвачку, что-нибудь поржать, там это. Я помню, как вот в этом детском нашем классе, где все немножко демонстрировали свое лидерство в классе, боролись за место, кто там, альфачи, вот это все. Я помню, что мне пришлось, как бы продемонстрировав пацанам, которые там есть, вот этому парню прилюдно его ударить по лицу, в принципе, вообще ни за что. То есть я прям очень помню этот момент, когда он стоял, он там что-то там девочке там сделал в очередной, ну, какую-то фигню вообще. И я как бы подошел и публично, в общем, просто со всей силы ударил его по лицу. Мне что очень... было дальше? Да ничего, я почувствовал себя просто полнейшим говном в этот момент. Я просто понял, что это как бы я совершил то, что ну, не продиктовано моим, ну, как бы ничем, просто продиктовано каким-то давлением среды на то, что я должен это как бы сделать, чтобы ну, быть кем-то в этой среде. Ну вот, как бы понимаешь, мы все по-своему какие-то вот своего рода говняные поступки в своей жизни делали. Просто дальше вопрос, как ты с этим работаешь. Но я бы мог, в принципе, почувствовать в этот момент какую-то силу или убедить себя в том, что а теперь смотри, как на меня все смотрят. И взять в следующий раз, там, не знаю, кастет, там, не знаю, еще раз его ударить. Почему? А что сделал ты? Ничего, я не попросил у него прощения, я просто, ну, вот сейчас внутренне я прошу у него прощения, но в тот момент, ну что, я продолжил быть как бы в классе. Потом со мной в определенный момент в институте произошли некие глобальные изменения в моем сознании. Я увидел как бы свою примитивность в каких-то, в общем, вещах и действиях в жизни. Это случилось, кстати, в Берлине, когда мы приехали с отморозками. Я не буду сейчас тебе рассказывать как бы причины, что со мной происходило. Назовем это так, что у меня произошло переосмысление самого себя. Вот базовая прошивка, вот просто меня выдернули из питания и просто перепрошили. Вот с этого момента я могу сказать, что я начал жить. До этого это был какой-то, знаешь, эмоциональный пердеж внутри меня, который, знаешь, вот как-то он цеплялся то за одну версию того, кем можно быть в этом мире, там, жестоким, не жестоким, смешным, не смешным, таким, сяким, то есть становление личности, вот это, знаешь, попытка выцепить что-то. А потом в какой-то момент это все просто разрушилось, весь замок упал, и я начал собирать себя заново. Одно из самых запоминающихся свиданий в моей жизни проходило под модную теперь песню «Седая ночь». Тогда она неслась из буквально каждого ларька. Запомнилось оно мне, возможно, потому что было просто первым свиданием в моей жизни, а возможно, потому что мальчик, меня пригласивший, посадил в красную розу настоящего живого светлячка, и роза светилась. Я даже подумала, что это такой специальный светящийся сорт роз. Ну а если вы сегодня хотите порадовать кого-то оригинальным букетом, то на Florist.ru гигантский выбор вариантов на любой вкус и бюджет. От действительно красных роз до огромных корзин с экзотикой. По Москве сервис предлагает несколько тысяч композиций с бесплатной доставкой. Например, этот роскошный букет они мне доставили сегодня на съемку. Он называется «Малиновый пудинг» и собран из эквадорских роз и эвкалипта. Florist.ru доставляет цветы не только по Москве, но и по всей России и миру. А оплатить понравившийся букет можно картой любого банка мира. С Florist.ru можно порадовать того, кого любите 14 февраля, если вдруг по какой-то причине вы не окажетесь рядом. Да и вообще можно дарить букеты и внимание своим близким безо всякого повода, даже на расстоянии. Переходим по ссылке в описании на сервис Florist.ru, выбираем букет и не забываем ввести промокод Гордеева15. По нему будет скидка в 15%, которая действует аж до 8 марта. Так что сохраните это видео в закладках, чтобы заказать цветы со скидкой на оба праздника.
Мы с тобой виделись в конце прошлого года в Гамбурге. Теперь мы в начале 24-го года в Берлине. Ты был в Москве. Все верно. Ты вернулся а-ля рус с бородой. Ну, наверное, Москва как-то меняет. Меня никак. Ну, как бы я приехал к своей семье, к своим родным, друзьям, близким на Новый год. И у меня нет вот этого ощущения, что я приезжаю, что-то прям очевидно вижу какие-то изменения, потому что я нахожусь в каком-то своем, в общем, довольно маленьком круге общения. Вот. Но ты в том числе был на вынесении решения о продлении меры пресечения Жени Берковича. Да, верно. Ну, я вот летом был в Москве и тоже, собственно, был на заседании. И вот сейчас. И тоже как-то отметил себе, что, оказываясь в Москве, почему-то сразу оказываюсь, в общем, в этих учреждениях. А есть ощущение, что это реальная жизнь сегодняшней России? Или все равно есть ощущение, что это какое-то недоразумение? Ну, Кать, не знаю. Я все равно придерживаюсь того, понимаешь, что жизнь в Москве, она разная. Ну, очень разная. И люди там живут сейчас разные. Смотря через какую призму ты все это наблюдаешь. Можно наблюдать через призму негатива, и все будет казаться мраком, адом и, в общем, каким-то ужасом непросветным. Вот. А можно наблюдать какие-то другие вещи. Я, приезжая туда, в первую очередь посещаю своих друзей, близких, и с ними как связь была мощная, так она и осталась, слава богу. То, что происходят ужасные вещи, и вот суд Жени, и все это в очередной раз вызывает недоумение и вообще непонимание, как это все возможно. И каждый раз на суде, что летом, что сейчас, мне казалось, что после речи адвокатов, сейчас должен быть оправдательный какой-то приговор, или уже хорошо, все уже просто говорят, хотя бы домой отпустите. И даже этого не происходит, и ты понимаешь, что это просто, как Женя очень, если кто не видел, не читал, то вот советую почитать ее речь. В стихах. Там она, точнее и понятнее описать ее состояние и состояние, как мне кажется, сегодняшней России. Вот она это очень точно сформулировала. Важный такой вопрос, который меня все время мучит. Мне за это так стыдно. Когда я пересекаю границу России в ту или в другую сторону, мне очень страшно. То есть мне вот прежде чем подойти, я дышу специально. Тебе страшно? Я честно скажу, да, что сейчас такое время паранойи вообще у всех. Мы очень много погружены в новости, читаем бесконечное количество разных событий там в телеграм-каналах и так далее и тому подобное. И ты, конечно же, все это бессознательно к себе применяешь. И вот как раз в момент пересечения границы или возврата домой я себя поймал на мысли, что я захожу в самолет, и вдруг я понимаю, что это ненормально. Я лечу домой, а мне как бы немножко, как-то не по себе, мягко говоря. И это, на самом деле, ужасно, что так происходит. Но потом ты себя как бы начинаешь с собой говорить и понимаешь, что, ты себя накручиваешь. По крайней мере, надеешься на то, что себя накручиваешь. Вот, и что все будет хорошо. И, в общем, я никакого зла никому не совершил, и мне не за что стыдиться, и незачем бояться. Вот твоя однокурсница Беркович. Кать, да. Если я буду все это применять к себе, я просто могу здесь лечь и не встать. Это не абстрагирование, это попытка эту реальность, которая сейчас такова, пропустить через себя и свою дорогу, в общем, как-то находить. Я стараюсь ее как-то формулировать для себя. Сейчас ты будешь мне задавать вопросы, а она будет у меня, знаешь, так как бы исчезать, опять проявляться. Не знаю, Кать, сложно это. У меня нет на это каких-то четких ответов, знаешь, и рецептов, как надо. Да никто не знает, как надо. Гостиная по-русски. Да, тут же, видишь, русские артисты работают. Ничего себе. Какой респект. Да. Здесь курят. Здесь курят, здесь такая специальная, смотри, есть, вот это меня больше всего нравится. Мое любимое место в этом театре.
Вот ты заходишь, тут автоматически все зажигается и вентилируется. Когда я приехал сюда первый раз с гастролями в 2019 году с «Кому на Руси», и мы были в этом театре. Я когда сюда приехал уже монаха выпускать, думаю, да блин, не помню, что мы здесь были. Вот когда я зашел в курилку и увидел Николаса Кейджа, я вспомнил, что все-таки мы здесь были, потому что мы долго смеялись над этой фотографией. Она здесь висит уже, талисман какой-то, не знаю. Здесь еще видишь эти самые цвета гугл-центровские. Да, немножко такая коробка откуда-то оттуда. Ты какой для себя момент считаешь отъездом? Конец гугл-центра? Я не считаю какую-то точку от момента, когда случился отъезд. Угу. Потому что мой отъезд совпал с тем, что я уезжал работать. У меня билет был куплен в Гамбург для того, чтобы я приехал конкретно на работу. Я не ехал, как многие, уезжая в какое-то пространство неведомое, непонятно куда, непонятно зачем. Поэтому я и не могу сказать, что у меня случился какой-то прям отъезд, и, знаешь, все. По-прежнему не могу сказать, что я живу в Германии. Или там буду здесь жить долго. Ну, мама, папа... Мама, папа дома. Друзья дома. Дом дома. Дом там. Внутри меня дом по-прежнему там. А повестка тебе приходила? Приходили некие люди домой, где я там прописан. Что-то принесли. Что это было, я так и не понял, если честно. Ну, вообще, по закону, ты, как человек, который оказался среди заложников Нордоста, да, имеешь право не подвергаться ни призыву, ни служить в срочной службе, ни в мобилизации. Смотри, после Нордоста нам всем было обещано. Я прям помню, когда я был ребенком, я сидел в каком-то актовом зале где-то, и какой-то человек в галстуке на сцене говорил про то, что, ребята, вы никогда не столкнетесь с военными действиями, не будете в руках держать оружие или еще что-то. Я это запомнил очень хорошо, почему-то, будучи ребенком. Я не помню, чтобы были какие-то льготы или что-то конкретно, знаешь, нам там дали какую-то бумагу, где написано, что вы там можете этим воспользоваться. Нет, это было кем-то сказано много-много лет тому назад. Тот опыт переживания боли помог тебе сейчас? Я не могу тебе сказать однозначно, да, Катя, этот опыт, он мне дал невероятное что-то, что я по сей день несу в себе. Для меня важен был тот момент, когда после теракта возобновился мюзикл. И люди, которые были заложниками, потеряли близких людей, продолжили играть этот спектакль в этих стенах. И я тогда понял, что действительно любовь ко всему, как к человеку в этой команде, к спектаклю, к профессии, базовая эта любовь, она сильнее этих ужасных, трагических событий. И в итоге, когда мы встречаемся с ребятами из Нордоста, мы всегда это время вспоминаем как что-то невероятное, как что-то, что мы очень любим, ценим. И да, там была эта черная дыра, да, страшная. Но как-то она... в общем, это все, вся эта любовь, вся эта семейная энергия, которая там аккумулировалась, она все это как-то эти углы стесала, что ли. И осталась любовь. Как ты думаешь, почему спектаклю не дали восстановиться? Это очень просто, потому что все, что... такая тенденция есть в нашей стране. Все, что плохое, давайте мы куда-то спрячем и сделаем вид, что этого не было. Как-то мы очень любим закрыть на это глаза и сделать вид, что ничего не было. Поэтому, мне кажется, этот спектакль перестал существовать. Потому что он всегда бы напоминал об этом. А никому это не нужно. Зачем нужно про это напоминать? Давайте сделаем вид, что этого просто не было. А у тебя в жизни были периоды, когда ты сам с собой пытался договориться, что в твоей жизни этого не было? Нет, зачем? Это часть твоей жизни. Она тебя наполняет, она тебе дает какое-то либо право на что-то. Знаешь, сожалел ли ты о чем-то, хотел бы ты что-то изменить в своей жизни? Нет, ничего не хотел бы менять. Если совершал какие-то ошибки, то будь добр, с ними разбирайся.
точно не закрывая на это глаза. Обычно отъезд, перемена места жительства и все вот эти вот меняющиеся обстоятельства жизни – сложное испытание для любви. Ты уезжал со своей женой Катей, с которой ты и познакомился в театре. Все верно. Что происходило в вашей жизни, что происходит сейчас и как это влияет на любовь? Мы очень часто говорим, как нам повезло, что мы это проходим вместе. Потому что мы иногда наблюдаем, как тяжело людям, которые остались одни в этой ситуации. Очень часто у людей как раз начинаются депрессии от того, что им не с кем поделиться, не с кем проговорить, не с кем поспорить. А мы с Катей это все проходим вместе, и она для меня просто невероятная поддержка и опора, и, надеюсь, я для нее тоже. То, что вы не вместе ездите по твоим работам, это как-то влияет на отношения? Она в Москве, а ты ездишь. У нас тоже все очень по-разному происходит. Например, прошлый год мы практически все время были вместе, и просто мы путешествовали, и это было... И думаю, что спустя какое-то время мы будем вспоминать это как невероятный какой-то тоже опыт и приключения, но непосредственно в моменте, конечно, было там непросто, потому что я работал, у нее была дистанционная работа, и как бы здесь не так много было друзей, вот родственники, друзья, которые в Москве, и для нее эта связь, она очень сильная, мощная и очень важная, и поэтому были в этом и сложности. Сейчас по определенным причинам мы чаще находимся на дистанции. Мы решили, что так будет правильнее для меня и для нее, что она большую часть времени сейчас будет проводить в Москве. Я по возможности буду всегда к ней приезжать. Либо она ко мне. То есть мы как бы для себя решили, что в ближайшее время вот жизнь она будет такой. Надо это тяжело для отношений? Мы тоже прошли определенные этапы. То есть мне сначала казалось, что это странно, это неправильно, это как-то, это вот будет разрушать что-то, какую-то связь. А потом вдруг я почувствовал наоборот, что когда ты с человеком на какой-то период времени расстаешься, то потом вот эта встреча, это какой-то каждый раз заново влюбляешься, каждый раз заново чувствуешь важность этого человека. Поэтому все хорошо. Мы эту связь держим и, надеюсь, будем держать еще очень долго. Насколько для тебя важно, чтобы у вас с Катей сохранялись одинаковые взгляды на политику, на происходящее в мире? Для меня это очень важно, потому что тоже мы можем сейчас наблюдать, как и семьи рушатся, и не только муж с женой, а просто там дочь с матерью, сын с отцом и так далее. И для меня это, когда я вижу это со стороны, я это вообще не могу никак понять и осознать, потому что, слава богу, в моей жизни моя семья, мои друзья, моя жена, и вот весь... А ее семья? И ее семья. Очень важная как бы внутри меня такая скрепа, которая меня как-то держит в тонусе. И этот стержень во мне как-то, в общем, не надламливается благодаря этим людям. Поэтому для меня очень важно, чтобы мы все могли собираться за этим большим столом и чувствовать, что мы как бы про одно говорим. Понятно, что бывают разные разговоры. В силу возраста, какого-то жизненного опыта возникают споры, недопонимания, в чем-то там несогласия. Но в целом я понимаю, что это происходит просто потому, что мы все не знаем вот этих правильных ответов, и мы все как бы ищем друг через друга. Ты готов ради сохранения отношений не затрагивать какие-то темы? Да, готов. А ты не считаешь это нечестным? Смотри, я когда говорю не затрагивать, это не значит, что закрывать на это глаза, да, и делать вид, что все нормально. Просто любовь для меня, я тебе говорил про Нордост, да, как бы из-за того, что у меня был этот опыт, когда есть вот этот ужас и мрак, и что-то, что может оставить в тебе неизгладимый вот отпечаток, да, и на всю жизнь. Если есть при этом присутствует любовь, она для меня всегда сильнее. И я верю в то, что люди, они могут любить друг друга вне зависимости
политических или каких-то там взглядов. Мы можем по-разному смотреть на эту жизнь, и это нормально. Мы всегда говорим про то, что ты свободный человек, у тебя есть свой выбор, своя там перспектива, как смотреть на этот мир и воспринимать его. У меня есть своя. Но любовь, она как бы над этим. И ты можешь мне сказать, я с тобой не согласна. И мы можем с тобой поспорить, покричать друг на друга. Но если я тебя люблю, то я все равно подойду к тебе в конце, обниму тебя и скажу, ну ладно, вот мы с тобой здесь не сходимся, но зато сходимся вот здесь. Мы очень сейчас такие оголенные, да, как нервы, да, и вот что ни скажи, там, оно провоцирует в тебе сразу поток каких-то тезисов, там, формулировок и споров внутренних и так далее. Мне просто кажется, что самый легкий путь – это найти врага, ну, то есть, да, человека, который с тобой как бы как-то там не соотносится там, правильно, как тебе кажется. И как бы найти этих врагов и вот как бы чувствовать себя там правым в своем чем-то, а вот они не правы. И вот проблема вообще того, где мы все оказались, потому что мы всегда свою правду ставим выше других. И сейчас это особенно сложно формулировать, потому что, ну, сейчас все оголилось, да, и как бы вот для нас есть очевидное зло и очевидное там, ну, назовем это добро там, да. И вот как бы постоянно мы пытаемся разделить себя на эти лагеря. Там, вот это назвать злом, а это назвать добром. И да, есть очевидные вещи для меня. Убийство людей, насилие, когда ты забираешь свободу другого человека и так далее и тому подобное. Но если ты не пытаешься выстроить мосты вот эти, понимаешь, диалог выстроить, влиять на это как-то собой, разговором, не знаю, энергией, как угодно это назови, то ты автоматически становишься как бы в другом лагере, и все создается для того, чтобы начиналась вот эта вот как бы конфронтация бесконечная. Я пытаюсь сейчас для себя понять, как оказаться связующим звеном и пытаться передавать, то есть в черный цвет приносить белый цвет. В разговоре, в том, что там в провокационном вопросе. Я тоже живой человек, я испытываю очень много ненависти и непонимания, и агрессии. Меня очень легко вывести из себя. Я стараюсь как бы не выводиться. Я могу легко перепрыгнуть в какой-то лагерь и тоже, вот, знаешь, сидеть и просто тут тебе говорить про то, как жизнь устроена, и как вот те неправы, а вот эти правы. И я буду, наверное, даже чувствовать себя так, знаешь, вот конкретно, понятно. Но я вот не хочу этого делать осознанно. Потому что чувствую, что за этим стоит как раз вот этот момент, что мы все никак не можем этот диалог выстроить вообще. Как бы рассыпается все как-то. Это парадокс, это какое-то, знаешь, ощущение, там, когда ты сидишь на кухне у себя дома с людьми, которые там одни сделали такой выбор, ты сделал другой. И ты сам удивляешься этому, что вот как это странно, но мы-то продолжаем друг друга любить, и все равно ничего не меняется. Это парадокс, но это то про что-то более важное и более высокое, которое закрывает весь этот мрак. Вот так можно с этим пройти, протащить это как бы, и потом это все... Ты как бы пролетишь над, ну что ли, вот цель пролететь над. Вот. Не спуститься вот в эту всю грязь и не начать в этом во всем вариться и стать частью вот этого кишащего какого-то болота, где все пытаются найти виноватого и пытаются себя, знаешь, сделать чистеньким и не заляпанным. Мы все не идеальны. Мы все совершаем какие-то не очень хорошие поступки там, в жизни. Ну, там, в бытовом смысле, там, накричал ты на кого-то, там, не знаю, позавидовал кому-то или еще что-то. Это твой индивидуальный путь. Вот работай с этим, как бы. Что тебе до того, что там другие делают? Ты с собой разберись в первую очередь, а потом начинай заниматься остальными. Может ли быть театр свободным от социальной повестки, социальной или политической повестки? Ну вот, собственно, про это мы часто спорим с моей Катей. Но я считаю, что нет, особенно сейчас. Я не считаю, что каждый спектакль должен быть политизированным и всегда говорить о политике, но
не рефлексировать и не отражать ту среду, в которой ты находишься, я просто не понимаю тогда, что такое театр. Для меня театр – это попытка увидеть через свою призму, как художника, среду и мир, в котором мы живем, вычленить оттуда. Можно, не знаю, можно историю любви вычленить какую-то. Но эта история любви, она происходит сейчас, в 2024 году. И просто закрыть глаза на то, что происходит, я не понимаю, как это делать. Вот Катя говорит, это вот Кирилл Семенович, ну как бы вот ваш курс, да, вы как бы всегда были вот, как сказать, в этом течении, да, такого некого протеста, вызова, провокации в сторону зрителя. Но для меня театр и есть диалог, а диалог это, ну ты задаешь вопрос, ты меня все равно на что-то как бы провоцируешь. На какую-то попытку заглянуть внутрь меня, там, вытащить что-то из меня. Я не могу задавать вопросы абстрактные сейчас. Ну, наверное, это можно, но тогда и спектакль получается абстрактный. Такой, он что есть, что его нет. Когда тебя, как художника, там, как актера даже, окей, можно даже вот не про режиссеров говорить, а про артиста. Если тебя лишают возможности транслировать то, что происходит, то как бы ты сразу становишься как бы в ряд с людьми, которые вот делают так же. И нет как бы вот этих вот взрывов, понимаешь? Нет вот этого, что «О, вот он там что-то, блин, вы видели там вот этот момент?» Или там, понимаешь? Нету этого сейчас. Вот я не слышу, никто про это не говорит. Нет этих взрывов, нет этих событий. Как бы жизнь идет, театры работают, и я делаю для себя пока такой вывод, что они вот существуют так очень аккуратно и, в общем, соответствуют тому времени, в котором мы все живем там. За что пьем-то? Давай просто за встречу. А встреча сейчас очень ценный момент. Очень редкие, да. Крепенький, да? Как бы мы не поплыли сейчас. А это вот здесь туристы или местные? В основном местные. У них тут есть такой прикол, вот эти ярмарки все и летом. И реально вот немцы прям на этих ярмарках собираются, там концерты, они поют песни. Есть вот эта вот какая-то здесь традиция вот этих октоберфестов, где все любят выпить коллективно. Как ты здесь развлекаешься? Ну, слушай, я не особо вообще такой тусер, тусовщик и парень, который пойдем туда, там, в барчик или еще куда-то. Но после спектакля тут есть прекрасное место, Нахтазюль называется, на 4-м или 5-м этаже. Бар, в котором, собственно, все собираются после спектаклей. А так, да, как-то не до тусовок было, знаешь, в том году уж точно, а сейчас как бы я вот, видишь, живу в разных местах, 2 месяца в Белграде. А в Белграде ты у Аграновича, вот в этом пространстве, которое Агранович создал. Да, я очень вообще восхищен Лешей и тем, как он это все организовал, каких людей он собрал. Он открыл такую платформу, в которой есть 4 направления, если не ошибаюсь: кино, театр, спорт и гастрономия. И это все про сотрудничество между русскими и сербами. Вот они там провели несколько футбольных матчей для детей. Значит, театр — это вот первая постановка была «Обыкновенная история». Кино они там показывают. Вот Хлебникова показывали, «Лето» показывали. Там я чувствую прям, что это такой, там большой потенциал для того, чтобы вообще что-то делать. Вот там людям как-то это очень сильно нужно. И Леша там как-то очень вовремя оказался. И, в принципе, вообще это прекрасный город. Почему-то в этом городе у меня, знаешь, какая-то ностальгия по детству. Дворы какие-то, вот что-то немножко какая-то кривая лавка, какие-то подъезды, футбольные площадки. И вот в этом есть какое-то прям, такое приятное чувство какого-то дома тоже там присутствует. Поэтому мне там было очень хорошо 2 месяца. И там прекрасная собралась команда артистов, с которыми мы работаем. Можно ли говорить о том, что эта эмиграция российская, которая в 22 году была абсолютно растеряна и не понимала, где и как она будет жить, и как она будет работать, то в 23 году как-то люди уже куда-то стягиваются к каким-то центрам? Ты не можешь
2 года сидеть дома и ничего не делать. Ты как бы вынужден что-то делать. Ты можешь вернуться? Можешь. И очень многие возвращаются. Многие для себя как бы не отрубают Россию, да, как бы не считают там, нужным сепарироваться от своей страны. У каждого свой индивидуальный кейс, почему он там может или не может работать. Но да, ощущение, что все как-то вдруг начали потихоньку понимать, как можно что-то создавать. И все очень друг друга, знаешь, как бы, подтягивают. Потому что человек человеку, в общем, нужен очень сильно. Один ты не справишься. Я чувствую, что в этом есть попытка объединиться, попытка сделать что-то вместе, и каждый делится своим опытом. Кто-то за это время его тут черпанул, кто-то тут, и все такие, у меня, есть вот это, а у тебя что есть? А у меня есть вот это. Давай объединим. Вот, у меня, собственно, тоже есть в планах один спектакль уже написанный, и мы ждем ответ от определенных театров по площадке. Если все случится, то я надеюсь, в следующем году мне получится поставить спектакль. Это правда, что у тебя был вариант сниматься, остаться в России? Для этого тебе нужно было совершить определенные действия, и ты их не захотел совершать? Да, был такой момент, что я в течение первого года думал, что мое нахождение не дома – это неправильное решение. Я думал, что я должен быть там и что-то пытаться там все-таки делать. Просто потому, что я понимаю контекст, я говорю на этом языке, мне нужно играть. И из-за этого начались и панические атаки, и какие-то состояния нестабильные. И я вообще не радовался тому, что происходит в моей жизни. Хотя, много чего прекрасного происходило. Поэтому я принял для себя решение, что я хочу увидеть, что происходит у меня дома, непосредственно своими глазами, сделать какие-то свои выводы, вырваться из этого информационного бабла, который постоянно мне диктует какую-то повестку, да, с красным знаком восклицания. Поэтому я летом приехал в Москву, потому что я соскучился по своей семье, по бабушке, маме, в общем. И мне в этот момент как раз предложили работу. Мне предлагали параллельно до этого, тоже присылали какие-то пробы, я ни на что не соглашался, потому что не понимал, в контексте данных реалиев, зачем это сейчас вообще мне нужно, и вообще, не понимал смысла, да, определенных проектов. А тут был проект, который, мне очень зашел. Это был хороший авторский сценарий, и я подумал, что наверное, сейчас в этом есть какой-то смысл, да, приехать и сделать такую именно работу. При этом я обозначил свои условия, что никаких там договоров, где я что-то должен там молчать, или, да, как-то там, в общем... Или наоборот говорить. Да, то есть я сказал, что такого не будет. В общем, если да. И как-то все вроде было нормально. За 3 дня до смены мне просто сообщили, что меня нельзя снимать. Мне было сказано, да, что, в общем, если ты хочешь, тебе нужно там совершить определенные действия. Не будем говорить, какие. И кто говорил, просто дальше я понял, что я на это не могу пойти. И, собственно, после этого я понял... А ты не можешь пойти почему? Это же не по-настоящему. В смысле не по-настоящему? Ты не по-настоящему написал там ты что-то в соцсетях. Это же не значит, что ты так думаешь. Мы про многих людей знаем, что они так не думают. Смотри. Я-то знаю, что это действие продиктовано не моим выбором. Это не я что-то решил. Это мне сказали. То есть я хочу не холодную воду, а горячую. А мне говорят, нет, пей холодную. Я не хочу холодную. У меня горло болит. Мне нужна горячая вода. Это не мой выбор. Поэтому, если бы я это сделал, я бы отчасти, пошел бы на свой какой-то там компромисс. И я чувствовал внутри, что, я не могу это сделать. Ты жалел об этом? Конечно, мне было это все неприятно, ужасно осознавать, что я не могу быть там, где мне хочется, и не могу как-то говорить с людьми через экран, через, не знаю, театр. То есть, оказалось, это цена входа в профессию? Получается, что так, да. Долго ты думал? Я вообще не думал. Вообще не думал. И главное, что все знали. То есть, все, когда мне это говорили, они очень сильно извинялись. Говорили, что мы все понимаем, скорее всего, нет. Просто, надо сказать, и дальше
Да, ну вот случилось так, как случилось. Но, знаешь, как бы все, это уже все. А где ты находишь в себе силы, чтобы не упрекать людей, которые это сделали, в слабости? Ну, наверное, не все должно мериться твоим, как бы, знаешь, субъективным взглядом на жизнь. Мы все разные люди, мы все проходим свой путь. Конечно, как живой человек, я испытываю некие, внутри себя, знаешь, там, непонимание, иногда там, какую-то злость, что, а как же так, какая-то несправедливость в этом есть, да? Но все же я не имею никакого морального права осуждать, вот. Неправильно это, нельзя так, нельзя. Один из вариантов сегодняшнего публичного покаяния артистов в России, если они не извиняются или не пишут какие-то посты в соцсетях, то они едут в госпиталь и выступают перед ранеными. Насколько это, с твоей точки зрения, уместная форма попытки остаться в профессии? Я думаю, что здесь есть люди, которые по каким-то причинам верят в это. Есть люди, которые это делают, наверное, от чистого сердца. Как-то так получилось. Вот. Кто-то это делает, как мне кажется, большинство, для того, чтобы остаться в профессии и, возможно, выслужиться перед кем-то, да, и заработать какие-то бенефиты. Это вообще никакого отношения к профессии актера, режиссера, художника вообще не имеет. Есть театр, в котором ты работаешь, ты делаешь спектакли, ты говоришь с публикой, и все. Все остальное, что дальше навешивают на публичных людей, как обязанность их примкнуть к одному лагерю или к другому, это дальше вот эти политические игры. Они, наверное, апеллируют к опыту Второй мировой войны, когда ездили актерские бригады. Это, слушай, мне 32, и я живу в 24-м году. Мне не надо ничего, чтобы мне кто-то что-то апеллировал. Я работаю, есть моя работа. Это как, знаешь, вот Роза Хайруллина мне очень классную вещь сказала, когда мы снимались в «Кислоте». Ты можешь заметить, что Роза никогда публично вообще... особо ни на каких красных дорожках не бывает, на фестивалях. А я как раз тогда... у меня было первое такое большое кино, вот «Кислота», после которого меня начали узнавать и прочее. И меня всегда внутренне... Я не любил вот эти все публичные мероприятия. Может быть, из-за того, что я и стеснялся быть. Как-то я не чувствовал себя знаешь, как рыба в воде. Вот это, знаешь, одеться красиво, прийти, как-то пофоткаться, еще что-то. И она мне сказала: а что ты паришься? Это вообще не твоя работа. Твоя работа вот сейчас со мной сцену сыграть, и все. Все дальше, что вот эта мишура, которой обрастают артисты, режиссеры, это все вообще никакого отношения к профессии не имеет. Ты не должен этим заниматься. Это нормально, что у тебя какое-то есть непонимание. Ты можешь не приходить на премьеру свою. Ты не должен давать интервью на эту тему. Ты все уже сказал там. Это такой очевидный какой-то, да, ответ, но в тот момент... Мне это показалось, это же правда так. Интересно, что еще, если посмотреть чуть шире актерской профессии, то это получается очень странная штука. С одной стороны, государство декларирует бесконечную поддержку, помощь и уважение участникам войны, а с другой стороны, используют контакт с ними как форму покаяния. То есть как по своей воле, как будто бы человек вообще никогда в жизни туда бы и не пришел. Нет, конечно. Слушай. Это унизительно даже для всех тех, кто в этом принимает участие. Да, то, что происходит сейчас, это уже это уже то, что перевалило за горизонт событий, скажем так. И все, там уже дальше это все несется. Дальше каждый поступает по совести. Если кому-то важнее остаться на плаву и пойти на компромисс со своей совестью, значит, кто-то может это сделать, кто-то не может. Я, в принципе, на свою работу, на то, чем я занимаюсь, стараюсь смотреть через это. Через то, что я вообще никому ничего не должен. Я не должен не вставать ни в какой лагерь. Я просто должен делать свою работу, делать ее честно. Мое видение театра и кино, вот оно такое.
где я должен говорить о том, что происходит, задавать вопросы, провоцировать на диалог и так далее и тому подобное. Но сейчас, да, сейчас как бы артисты, публичные люди стали рычагом влияния на общественность. Твоя бабушка была директором детского сада. Я не был в этом детском садике непосредственно ребенком. Бабушка, когда я родился, она, наоборот, ушла с должности и начала заниматься мной. Для меня бабушка – это очень важный человек в моей жизни. Я ее очень сильно люблю. И да, она очень... Бабушка где, в Челнах сейчас живет или в Москве? Нет, в Москве. Другая бабушка уже не с нами. А ты проводил детство в Челнах? Первую часть детства, совсем когда маленький был, они еще были в Челнах. А потом бабушка Саша с дедушкой Юрой по маминой линии родители, они переехали в Ульяновск. И вот именно большую часть своего такого детства, вот, где футбол и гаражи, вот это все, и ворованные яблоки из каких-то там больниц, это все вот Ульяновск, в котором я не был, получается, уже 20, даже больше лет. И для меня это какая-то, знаешь, типа штука. Я очень хочу туда съездить, но очень боюсь туда ехать. Почему? Потому что в моем сознании мое детство, оно как-то зафиксировалось, все эти дворы, детские площадки. Очень не хочется приехать, увидеть какую-то другую картинку, чтобы она вытеснила вот это мое воспоминание о детстве. Это было вот воспоминания яркие именно с точки зрения вот этого детского движа. Волга, какие-то семки, игра в квадрат в каком-то переулке там. То есть Квадрат – это что такое? Такая игра футбольная, когда чертился такой квадрат, внутри центр, и типа 4 человека стояли, и нужно было, чтобы в твою зону что-то там то ли попало, то ли не попало. Какие-то правила были, я уже не помню. Ножички, да, вот это с локтя, там вертолетик, вот это все. Как семья жила в 90-е? Я думаю, что все-таки неплохо, учитывая то, что мы жили на Павелецкой, и была двухкомнатная квартира, и как-то я не помню, чтобы внутри нашей семьи были какие-то, знаешь, там, очевидные проблемы, по крайней мере, которые я видел. То есть у меня было ощущение, что все-таки, все было нормально. У тебя мама риэлтор, да? У мамы своя компания, да, по продаже и аренде квартир в Москве. Сейчас все непросто. Вот. А папа всегда был, скажем, предпринимателем, да, человеком, который занимался разными видами бизнесов. И вот эта жилка его, видимо, с 90-х, действительно, в 21 год там чем только не занимался. Тут купили, тут продали дороже, тут вот так-сяк. Мой папа просто невероятный человек, который, в общем, очень много сделал для семьи. И благородный, честный человек, на которого, в общем, и я, и мой брат, мы равняемся. Как в этой семье отнеслись к тому, что ты, в общем, сразу выбрал такую артистическую стезю? Ты же еще в садике начал выступать. Когда я был ребенком, была вот эта вся история, бабушка, какие-то показательные выступления, и там, когда все гости собирались. Но меня никогда никто ничего не заставлял делать. То есть мне просто нравилось петь, танцевать, там что-то кривляться. Потом как-то это все органично перетекло в то, что был выбор между тем, в какую школу идти, либо в класс-центр, к Казарновскому, театральную такую творческую школу, либо идти в обычную школу на районе. Вот. И, собственно, как-то мне и маме удалось прогнуть папу, который был против, и мы пошли туда. И дальше стечение обстоятельств. В 3 класс, по-моему, класс-центра как раз открылся кастинг в Нордост. Я пошел на эти пробы, потому что мой одноклассник пошел, и потом нужно было выбирать, либо оставаться в класс-центре, потому что время пребывания репетиции в Нордосте, оно не совпадало с тем графиком, который был в школе. Поэтому я ушел из класс-центра, пошел в обычную школу, но был в Нордосте. И вот так я поменял 4 школы, или сколько там, я даже не помню, 5, по-моему.
потому что постоянно менялись там то Нордост, то детский театр юного актера, и, в общем, школа была далеко не на первом месте. А что тебя захватывало? Тебя захватывал момент перевоплощения или тебя захватывал момент аплодисментов и внимания? И ни то, ни другое. Меня захватывал момент тусовки. Там были прекрасные, классные ребята. Мы ездили в лагеря вместе, где мы классно проводили время. Первый раз там покурили сигарету за гаражами, попробовали пиво Очакова, там, 2,50. То есть для меня театр в тот момент это была такая игра, как вот место, где можно было развлекаться и классно проводить время. А в Ералаш тебя отобрали уже через Нордост? Да, там тоже как-то приходили какие-то люди, которые смотрели детей, и вот там выбирали кого-то, кто им подходил. Там такие толстые щеки в Ералаш. Да я вообще нормально так до института весил под 80, по-моему. Я был такой щекан с такими прям... Вот. Реналь Мухаметов потом признался, он говорит: я когда тебя увидел, ты мне так не понравился. Ты был такой пухленький, такой типа... Вот. Я за первый курс, в общем, скинул где-то килограмм 15, просто потому что не ел, толком не спал, и постоянно физическая нагрузка. Это правда, что на момент поступления ты вообще не понимаешь, кто такой Кирилл Серебренников? Слушай, положа руку на сердце, мне и Горчилину, мы самые были младшие на курсе, нам было 16 лет, когда мы поступали. Мы закончили экстерном школу, потому что уже невозможно было там находиться. И всех пугали этими гигантскими конкурсами, что столько людей на место, и вообще не факт, и так далее, и тому подобное. Я помню очень этот разговор, как мы шли нашей компашкой по Арбату. Я, Никита Кукушкин, Рома Шмаков, по-моему, как раз Саня Горчилин, Олег Васенин. Вот все люди, с которыми мы до института общались. И мы такие шли, думали, надо к Кириллу. И все такие: да почему Кирилл? Что Кирилл? А что кто-то знает вообще про Кирилла? Никита такой: да, он модный такой. То есть мы знали на уровне там модный, не модный. Кукушкина. Модный, не модный. Не старик, короче. Какой-то знаешь, интересный. Я увидел театр, которым занимается Кирилл, уже когда поступил. Пошел на спектакль «Господа Головлевы». И вот тогда мне снесло крышу. Я вообще не понял, что я увидел, но я понял, что это что-то очень интересное. То есть мне захотелось в этом разобраться, как минимум, потому что я такого не видел. И все, и дальше начался уже процесс обучения и какого-то формирования внутри себя вкуса к театру, и вообще смысла профессии. Мне кажется, что одна из важных штук, которая связана с Гоголь-центром, это возможность получить комфортные условия существования за талант. То есть вам не нужно было бороться за место под солнцем? Тоже помню, как мы с Рини это обсуждали в гримерках, когда Рини так возмущался и говорил: мне так не нравится, когда нам говорят, что вам повезло. С одной стороны, конечно, есть стечение обстоятельств, некое везение, да, что мы все оказались на курсе, и как-то был Кирилл, и у него был какой-то план, наверное. Но все-таки то количество часов, которые мы проводили в институте, то количество педагогов, которое было нанято Кириллом, тот объем информации, которая вкладывался в наш мозг, та степень включенности и веры в то, что мы, в общем, хотим что-то сделать уникальное, это были гигантские усилия. Мы вкладывали, как мне кажется, намного больше сил, чем другие курсы. Другие курсы успевали отдыхать и идти в бар, а мы нет. Мы реально попытались на первом курсе, знаешь, там, что-то как-то там, студенческая жизнь, там, а потом просто поняли, что на это нет не то, что времени, просто нет ни сил, ничего. И потом, когда была платформа, когда мы монтировали сами себе спектакли, ставили свет, разбирались в коммутации, заряжали себе реквизит, мы были всем, мы столько времени и сил этому всему отдавали, что когда нам говорят: ребята, вам повезло, с одной стороны, да, но с другой стороны, мы очень много в это вкладывали сил. И я думаю, что отчасти, каждый из нас, кто оказался в итоге в Гоголь-центре, он действительно этого заслуживает. Везение и судьба, которая нас оберегала, да, и давала этот шанс, и мы его, эту судьбу не разочаровывали. Из-за того, что мы работали много, мне кажется, мы не очень, рефлексировали на тему, что так все легко нам дается как-то, что неужели так все будет легко.
Мне не казалось, что все легко. Мне казалось, что всегда есть какие-то преграды. И, в общем, понятно, что когда начались реальные проблемы, мы поняли уже, что та жизнь была довольно радужной. Мы всегда обсуждали тот контекст и те реалии, в которых мы живем. И они были всегда очень, неровными. Мы уже тогда ходили на все эти митинги, на Болотной площади. А почему вы ходили? У вас же все было. Как все было? Было, но мы как-то неравнодушно относились к тому, что видели со стороны. Вот. Мы не совсем, наверное, разбирались во всем досконально, но интуитивно чувствовали, что есть какой-то ряд несправедливостей, ряд каких-то странных проявлений, и мы хотели быть частью какого-то движения, которое хочет каких-то перемен и какой-то лучшей жизни. Конечно, до конца, наверное, мы не понимали, чего мы хотим. Мы просто хотели не быть равнодушными. Но я точно помню, понимаешь, когда мы, например, делали спектакль «Отморозки», мы непосредственно начали погружаться в весь политический контекст. Эта энергия в нас начала попадать. То есть я очень помню этот митинг после того, как убили фаната «Спартака», и когда на Манежной площади фанаты просто разгромили ОМОН. 2010 год. Да, это было как раз до премьеры «Отморозков». Да, это был такой момент, что если люди аккумулируются и хотят показать силу, власти, да, то, оказывается, возможно, так встряхнуть и показать, что, ребят, не все так, не только вы можете говорить, как будет, и мы, можем. Это тогда очень сильно поразило. А артисту вообще нужно быть погруженным в политический контекст, чего бы то ни было? Кать, все люди разные. Дать один ответ, должен артист или не должен, понимаешь, я сейчас скажу «должен». Значит, все артисты, которые не погружены, они сразу не артисты? Они что, не соответствуют каким-то правилам? Так, ты здесь есть. Есть, да. Викулик. Так. Мирошниченко. Кто еще из наших? Так, это ребята, с которыми мы работаем. Йоханнес, Паскаль, Одя. Байрон. И это и ты. Вроде как я. А это считается, что люди могут купить? Я думаю, ты можешь это взять просто себе на память. Ой. А я губы накрашу, поцелую себя на память. Сколько у тебя наименований здесь, в театре? Сейчас 3. Ты играешь Соленого в «Трех сестрах». Верно. Ви на малой сцене Гауштраsse и «Черный монах» на основной сцене. Черный Здесь. «Три сестры» — это Анна Ленке. Это был такой именно первый опыт работы полностью с немецким составом, с немецким режиссером. И это был интересный опыт. Страшно было? Было очень, нервно перед началом, потому что казалось, что ничего не будет понятно. Но потом я просто благодарен этому опыту, потому что я изнутри для себя что-то понял про работу именно немецкого театра. Он меня удивил и заставлял принять эти правила. А с тем, что вы русский, у вас были проблемы? Да нет, мы же начинали работу здесь задолго до, так сказать, всего. Поэтому никаких проблем не было. Наоборот, очень сильная поддержка и, в общем, какое-то включение. И желание, точнее, понять и разобраться. В августе я снимался в кино немецком, и там был продюсер, режиссер, с которыми мы много общались после съемок и во время съемок, про то, что им принципиально важно было позвать русского артиста, потому что когда их киноиндустрия, в общем, они что-то обсуждают, продюсеры с продюсерами, очень многие считают, что не нужно работать с русскими. И для этого продюсера было принципиально важно позвать русского человека, русского артиста, чтобы людям как-то объяснять, что все-таки это не важно, какой он национальности, важно, что человек актер, он занимается искусством. То есть они понимают, что люди все в России разные, и нельзя всех мерить одной краской. Это очень важно, и я считаю, что здесь это
Важно, что эта тема поднимается. Фильм «Просто человек». С идеей которой ты пришел к Чулпану. Это смешная история, потому что мне сказали, что она согласилась. Но да? там был такой рассинхрон. Я подумал, что Чулпан согласился, Чулпан подумала, что я согласился. Ну и потом как-то мы встретились, такие, ну мы же вроде, ну и как бы, и поехали. Это такой, как бы, история парня, который, в общем, очень одинокий из-за того, что никогда не видел своих родителей. И вот, найдя человека, ну я не буду спойлерить, там просто такой как бы момент, что это человек, который сумел разобраться со своим прошлым и найти себя в настоящем и, возможно, увидеть себя в будущем. Вот так. Чулпан маму твою играет? Я не могу тебе раскрыть определенных карт фильма, иначе я просто проспойлерю сюжет. Хорошо, но из-за того, что в этом фильме снялась в главной роли Чулпан, я так понимаю, что картина не вышла на большие экраны. Да, в России, да. И какая ее судьба ждет? Судьба фильма очень хорошая. Его показывают сейчас на всех фестивалях, которых только можно себе представить. У него около 30 запланированных фестивалей впереди. У него невероятно какая-то вдруг неожиданно для всех появилась судьба, в общем, за пределами России. А ты, кстати, хотел бы в дальнейшем быть больше артистом или больше режиссером? Не знаю, хороший вопрос. Я об этом думаю постоянно. И я бы не хотел эти вещи, знаешь, вот типа вот только так или так. Типа Кирилл нас так учил, понимаешь, что можно разным заниматься. Пробовать можно точно. Ты в какой-то момент просто поймешь, например, ну все, это все, что в тебе было. Ну, условно, там, с режиссерской точки зрения. Там, вот поставил ты там 3-4 спектакля, а потом начал уже играть в режиссера. Главное, честно себя остановить в этот момент и сказать: дружище, ну, значит, запало у тебя хватило на 4 спектакля, а дальше, ну, иди книжки читай, иди учись там еще чему-то. Я бы хотел, чтобы я внутри себя, знаешь, честно себе в какой-то момент сказал, что, ну, не твое, давай только вот этим заниматься. Ну, актерской деятельностью, наверное, я точно буду продолжать заниматься. Режиссуру буду изучать по-прежнему. Что у тебя в кино здесь? У меня был опыт в августе месяце первых моих съемок в Европе. Это немецкий проект. Я играл там опять на немецком языке. Как ты их так ловко обманываешь? А я не обманываю, я честно говорю, их это как-то даже очень сильно подкупает. Люди говорят, что Им когда ты очень говоришь это... по-немецки, у тебя даже нет акцента. Ну, это правда, да. Я не знаю, как так получилось, но, может быть, это там вот слух у меня так развит и какая-то ассоциативная память. Я стараюсь это не анализировать. Знаешь, когда начинаешь разбираться в том, как у тебя там что устроено по полочкам, может, все эти полочки могут попадать, поэтому лучше про это не думать. Ну, то есть, грубо говоря, ты не можешь прийти, я не знаю, в книжный магазин и обсудить какую-то книжку по-немецки, но можешь купить в магазине бутылку молока, да. И можешь сыграть любой сложности роль по-немецки. Ну, получается, что так, да. Но как бы для этого нужно очень много времени перед тем, как сыграть. То есть я на репетиции прихожу уже с выученным, разобранным текстом. Потому что я не могу себе позволить разбирать текст в тот момент, когда артисты, ну, там, будут читать, а я как бы не смогу связать. Я уже должен все понимать и спокойно как бы владеть текстом. Вот. Это как бы сложная, очень такая работа, которая заставляет меня тоже, на самом деле, развивать в себе некую такую усидчивость и дисциплину, которая у меня всегда хромала, как бы. То есть я не очень вообще такой человек застольный, а тут надо прям вот сидеть, все это делать. И, собственно, это кино, оно появилось очень спонтанно. Режиссер, который меня туда позвал, он был на спектакле «Черный монах» и видел, в общем, мою работу. И ему она понравилась, видимо, и он меня позвал в кино. Кого ты играешь? Это, значит, пьеса Петера Вайза, очень известная, называется она «Дознание». И эту пьесу в Германии очень много раз ставили. Это пьеса про суд над надзирателями лагерей. И когда там жертвы рассказывают свои истории. Ну, сторона обвинения, сторона защиты. Это такая огромная пьеса, собранная из реальных историй на тему, в общем, суда над надзирателями. А ты кто? Традиционных лагерей. Я пострадавшая вот сторона. Парень, который работал медбратом и был вынужден по приказу, в общем,
быть свидетелем того, как людей убивали уколами в сердце фенола, определенного раствора, который останавливал сердце. Как здесь в кино работается? Я думал, что меня в кино позвали. Потом оказалось, что пьесу Петера Вайза снимать как кино, вот чисто кино, ее нельзя по авторским правам. Ее всегда как бы ставили в театре, и если снимали, то снимали ее типа в театре. Понимаешь, такой кинотеатр условно. И вот режиссер, который это делал сейчас, он придумал такую форму, что это огромный ангар, в котором просто выставлены ряды, стулья, такая типа формальная история выстроенного суда, где есть просто одна стойка, и все происходит в таком пространстве нереальном, как бы условно. И прием съемки должен был быть тоже, как будто бы это, мы играем спектакль. Там было около 8 камер, которые снимали все с разных сторон, с кран, который ездил. И у нас были долгие репетиции, потому что одна сцена – это 20 минут. Это все как бы непрерывное действие. Поэтому были очень длинные репетиции, а сам съемочный день длился 1 день. Потому что тебе нужно было прийти, и у тебя было там 4 дубля, которые длились там условно по 20 минут, потом еще 20 минут. И это был просто какой-то очень странный опыт, потому что в моем представлении я думал, что я сейчас нахожусь на киноплощадке, прям такой мотор, дубль, там это все. А тут как бы я оказался, знаешь, в каком-то гибриде театра и кино, и мне очень интересно, что из этого получится. Говорят, что, может быть, этот фильм будет на Берлинале, вот сейчас на этом. А еще? Пока не знаю, вот какие-то шаги я предпринимаю. Был на фестивале Subtitle. Это такой фестиваль, куда приглашают молодых артистов со всего мира. И там около 30 артистов. И 40 кастинг-директоров, которые занимаются кастингами на самые, в общем, лучшие проекты, которые мы все смотрим. Там Барби, Гарри Поттер, Властелин А туда нужно колец. тоже какой-то конкурс пройти? Нет, туда тебя как бы просто зовут. Вот, на этом фестивале показывали фильм «Кислота» в каком-то году. И я тогда не смог приехать на этот фестиваль. Туда приехал Саша Кузнецов. И вот спустя время... А да. Саша Кузнецов где? Саша Кузнецов уже в «Фантастических тварях». Да. Вот. Ну, собственно, я тогда туда не поехал, потому что театр, все это там важнее, и как-то я даже не думал про это. И сейчас меня туда позвали, и мне посчастливилось, в общем, познакомиться с прекрасными людьми, которые организовывают весь этот фестиваль. У них есть агентство Subtitle Agency, и вот вроде после этого фестиваля я стал частью этого агентства, и дальше посмотрим, что будет. У артистов, которые уезжали, было ощущение, что они незаменимы. Но оказалось, что вообще все можно заменить. Да, вообще все. Это все иллюзия. Что значит незаменимы? Жизнь будет идти, и как сейчас, и после нас, и всех нас заменят, и все мы вообще как бы... Кого-то забудут, кого-то нет. Это время, там, знаешь, покажет когда-то, кто будет писать там историю про 20-е годы в России, и что там было с кино, с театрами в этот период. Я не знаю, визуально и так вот со стороны жизнь идет, спектакли идут. Да, таких театров, как Гоголь-центр, очевидно, не будет в ближайшее время. Режиссеров уровня, которые были, и диалога со зрителем, который был, наверное, не будет. Будет какой-то другой, но он будет. И будут артисты, которые будут в этом принимать участие, играть и развиваться по-своему. Да, так будет. Я безумно благодарен этому театру и, в частности, Йоахиму Люксу, это художественному руководителю этого театра, который как-то, в общем, очень дружественно к нам настроен и любил Гоголь-центр, и сейчас продолжает работать и с Кириллом, и вот даже зовет отдельных артистов, там, меня, Одина, в спектакле уже просто театра без Кирилла. Вот. Это очень ценно, и, в общем, большое спасибо и респект. Это вряд ли он это увидит, но все же. То, что касается самого театра, первые опыты работы здесь были все равно нашей командой. И как бы с театром вот напрямую познакомиться, как бы не получалось. А вот, например, спектакль Анны Ленки «Три сестры», который мы выпускали
полностью с немецкий режиссер, немецкая команда. Единственный, кто у меня был, это человек, переводчик, который мне и мой учитель, и мой коуч, так сказать, который со мной занимается текстом. И тут как бы было много вопросов, потому что, во-первых, я работал с новым режиссером, а во-вторых, я столкнулся вот с такой штукой, что мы очень долго сидели за столом и читали пьесу. С Кириллом просто и вообще в Google-центре мы как-то быстро всегда на ноги вставали и просто начинали репетировать, что-то пробовать. И, в общем, есть такая смешная история. Я пришел на какую-то из репетиций и начал задавать много вопросов. Ну, там, по своей роли, там, чего я тут, почему я тут вообще, кто я, какие у меня отношения с героями. Начал что-то предлагать, какие-то там варианты. И в какой-то момент я понял, что меня перестали вызывать на репетиции. Я писал и спрашивал, а что, ребят, я репетировать хочу. На что мне сказали: Филипп, не переживайте, мы верим в то, что вы все сделаете, вот вы сыграете эти сцены. Просто мы вот не можем пока ответить на ваши вопросы. Давайте мы порепетируем. И для меня это было как-то так странно, что меня сепарировали от процесса, потому что я как-то, видимо, ну вот по-другому привык работать, я не знаю. Вот. Но потом как-то, в общем, процесс все-таки начался, и на мои вопросы начали отвечать. А если говорить про театр как институцию, да, это кардинально отличается от того театра, в котором вот я работал в Google-центре. Потому что мы были заточены на то, что нам просто необходимо собрать аудиторию. Нам необходимо сделать 3 премьеры или там 4, и чтобы это были топовые спектакли, просто потому что следующего года может не быть тогда для нас. И это мотивировало. И, в принципе, мы горели процессом и понимали, про что мы говорим с аудиторией. Тут у меня есть некое такое ощущение, что и артист, и режиссер не до конца понимают цель, собственно, выхода на сцену. Глобально. Зачем ты это делаешь? То есть здесь есть какие-то важные темы, которые поднимаются, там, феминизм, гендерного характера, там, про экологию, еще что-то, но какого-то, знаешь, типа вот этого привычного нам, что мы в Google-центре всегда с чем-то боролись. И это тоже наша как бы, проблема на самом деле, да, то, что мы зависимы от того, что нам нужен постоянно контекст, в котором мы как бы с чем-то боремся. Здесь его как бы нет, и нас это очень сильно удивляет. А что немцы вообще понимают про Чехова? Вот вы играли «Три сестры», про что? Вот это большой вопрос, понимаешь? Собственно, основные вопросы мои такие были. Почему мы делаем эту пьесу? Почему сейчас? И я так понимал, что эта пьеса была взята просто потому, что, хорошая пьеса. И она действительно хорошая. Ее сделали совершенно в другом жанре. Кирилл Семенович приходил на спектакль и сказал, что ему он понравился в целом. То есть такой какой-то совершенно другой взгляд на Чехова, без какого-то, знаешь, типа вот серьезного отношения к автору. Над ним немножко поиздевались, его вообще разобрали на части и сделали какую-то интерпретацию «Трех сестер». Почему нет? Но глобально я в этом немножко теряюсь и не понимаю как бы, своей миссии на эти там 2,5 часа. То есть ты бы хотел скорее играть до полной гибели всерьез, а здесь как будто бы... Да, скорее так. И я не могу пока понять, нужно ли здесь какой-то баланс выстроить, да, между вот двумя этими крайностями. Вот. Либо все-таки театр это про какое-то, должен быть, что ли, про какое-то сопротивление, про какое-то вот, что это событие, когда люди вышли на сцену, они что-то сказали, и они это сказали. Или там, они сказали что-то такое, что вот я про это думаю где-то там в тишине один, а они про это сказали громко. Вот как-то для меня вот это сразу обретает смысл. А когда как бы, просто очередной разговор и какой-то такой вечер приятный, ты начинаешь воспринимать это как работу свою. Не как вот миссию, да, а как работу. И тебя это расстраивает? Это новый, опять же, опыт, которого раньше не было. Я в нем разбираюсь. Я пытаюсь в этом найти смысл. Не знаю, хорошо это или плохо, но время идет, и, к сожалению, все ко всему привыкают.
Другого выхода у человека нет. Он не может постоянно находиться в режиме саморазрушения, и он ко всему начинает адаптироваться. Как в России люди адаптируются к новым реалиям, так и люди, которые уехали. Кто-то убеждает в том, что он правильно сделал выбор, кто-то... Ну, то есть, да, адаптация происходит довольно быстро, на самом деле. Всего лишь год прошел. 2. Ну, смотря с какой мы смотрим, так сказать, призмы. Кто приходит на спектакль? В основном все-таки немцы. Ну, то есть на спектакле там «Три сестры» точно только немцы. А на премьерные блоки «Вия» и «Черного монаха», конечно, было очень много русских. Но потом потихонечку поток русских снижается, и уже приходит немецкая публика. И дальше все зависит от того, насколько этот спектакль собирает публику, насколько он нужен. Вот, например, бывает такое, что они поставили спектакль и в начале сезона, а в конце сезона его уже сняли с репертуара. Ну, не получился спектакль. Вот. Это тоже особенность как бы немецкого театра, которая меня вызывала удивление, вот, потому что мы как-то привыкли к тому, что мы всегда боремся, знаешь, что нам нужно сделать спектакль, ну, кровь из носа, просто чтобы он был хороший, потому что мы тупо не сможем Продать. у нас не на что будет зарплаты получать и так далее и тому подобное, и делать следующий спектакль. А тут такой потребности как бы нет. Тут есть хорошее финансирование, и они как бы занимаются творчеством, искусством, ставят спектакли. Получилось, не получилось, ну как бы разные бывают ситуации. А платят здесь так же, как в России? Ой, Ну, допустим, в театре. слушай, ну... Ну, В театре в России, ну, по крайней мере, в Гоголь-центре, это было точно место не про то, где мы зарабатывали деньги. Вот, кстати, это очень важный момент. Всем казалось, как, ну, мы так поняли, знаешь, что мы типа, что мы в Гоголь-центре просто там, машины у нас там, наверное, и квартиры мы там все. Это вообще не так. Ну, как бы, театр наш был про творчество и про искусство, не про заработок денег. Вообще. а ели вы что? Те, у кого были съемки, те ели те деньги, которые зарабатывались в кино. Те, кто работал только в театре, ну, было непросто. Мы все друг другу очень сильно помогали. А зависть? Не знаю, я человек, который... чувства которого могут трансформироваться, меняться и так далее. Наверное, были какие-то моменты, когда ты можешь посмотреть и позавидовать, но скорее я бы хотел чему-то научиться. Вот так, наверное. Знаешь, типа я вижу что-то, что я не умею, и думаю, блин, я тоже хочу этому научиться. Но это не такая зависть, которая меня разъедала изнутри. Это два разных, что ли, вот, принципа. Можно назвать это завистью? Ну, я просто все время смотрела на ваши спектакли, и я думала, блин, они все ровесники. Да. Они все, в общем, из одного лукошка. Да. Они могут сыграть одну и ту же роль по-разному. Как они справляются с тем, что Серебренников выбрал вот этого, а не вот этого? Кать, ну, конечно, были, наверное, у всех свои сложности. Были те, кто играл больше, были те, кто играл меньше. Девочки в театре у нас вообще мало играли. У нас был, ну, так называемый мужской театр, где в основном спектакли ставились на пацанов. Внутри коллектива этой зависти не чувствовалось. Каждый, уходя домой, оставаясь наедине с самим собой, возможно, проделал какую-то работу. Но внутри коллектива этого я никогда не ощущал. Один из моих любимых спектаклей «Маленькие трагедии». Ты там Моцарт, с тобой вместе Моцарт Хаски. Да. Вы общаетесь с Димой сейчас? Нет. Ты не видела премьеры его нового альбома, новый концерт? Нет, я не видел, я даже не знал, что он вышел. Мне моя жена Катя вот недавно такая говорит, ой, у Димы альбом вышел. И я вот хотел как раз послушать его более так внимательно. Мне очень интересно, что он написал. В тот момент, когда вы работали над спектаклем, в общем, взгляды Димы всегда были известны. Вот ты говоришь, всегда были известны. Мне не были известны. Я Диму воспринимал всегда... Я как бы до конца его никогда не мог понять. Он для меня был невероятно
самобытным, интересным человеком, с которым было очень интересно общаться, но что у него там в голове, я никогда не мог понять. Он всегда для меня оставался загадкой. Я могу узнать что-то про Диму, вот когда мы с ним встретимся в каком-то баре или где-то, я его спрошу: Дим, что, как у тебя дела вообще? И он мне скажет: слушай, ну вот так. Я спрошу: а что там вот это? И он мне расскажет что-то. И тут я пойму, что и кто он, и что он. Я тебе не могу сказать, что там у Димы поменялось или не поменялось. Правда. Ну, потому что, во-первых, это не мой какой-то близкий человек мне. Там, если бы ты мне что-то сказала про Никиту, да, и он там неожиданно вдруг что-то с ним случилось, но тут бы я мог с тобой пообщаться и поанализировать вообще, почему, как и что. А тут я не могу просто. А почему он перестал в какой-то момент участвовать в спектакле? Вы же сами потом начали читать рэп. Эта функция была всегда. Под Диму мы подстраивались иногда под его графики. Иногда эти графики просто не совпадали. И у нас всегда была функция, что иногда я играл в спектакле без него. У нас была с Горчилиным мечта стать рэперами. Вот, потому что мы в какой-то момент поняли, что деньги не в театре, а деньги в рэпе. Ну, собственно, эта мечта умерла, как и многие мечты у нас с Сашей Горчилиным, стать скейтерами там, и поварами и так далее. Скейтерами вы собирались? Да, мы в детстве, в общем, катались на скейтах и никогда не могли достичь того уровня, чтобы сказать друг другу, что мы тру-про-скейтеры, вот, и... В прыжке так? Ну, типа того, да. Вот это одна из тоже таких детских мечт, которые не реализовалась, Так, наверное. скейтерами, потом поварами? Ну, Саша любит готовить, да, мы с ним всегда шутили, что мы меняем какие-то наши, знаешь, увлечения. То мы хотим быть там какими-нибудь путешественниками, то там пиратами, то там, не знаю, еще кем-то. Ну, как-то вот нам всегда хочется какой-то ролевой игры, знаешь, как-то эту реальность немножко развеселить. Вы с Горчилиным до скольки лет знакомы? А Саня появился в Нордосте после теракта. Вот когда была вторая версия Нордоста, гастрольная. Вот тогда мы с ним первый раз познакомились, но именно уже близко мы с ним познакомились, когда мы с ним вместе были в МТА. Угу. Это нам, ну, скажем, 14 лет. Вот так, 14-15. И вы никогда не ссорились, так, чтобы разойтись? Что значит не ссорились? Я вот сейчас, например, внутренне на него иногда злюсь. Вот он мне, например, неделю уже не отвечает. Вот у него есть такая вот, понимаешь, функция. Вот. Санек, ёпта, ну... Вот он может вот так, например, сделать. Но я его люблю все равно. Саша, отвечай на сообщения. Но вам, Горчилиным, в последние месяцы Гоголь-центра попала в руки камера. Идея была в том, что вы снимаете конец прекрасной эпохи, конец театра Гоголь-центра. Вы должны были сделать из этого фильм. Да, все правильно, мы должны были. Где фильм, Филипп? Саша, отвечай на сообщения. Дальше, чтобы во всем этом разобраться, нужно очень много времени. Первый год, когда мы все были, мягко говоря, потеряны, и у каждого из нас происходили свои там психологические проблемы, мы пытались этим заниматься, но резерва реально не хватало. Вот просто тупо эмоционального, и как-то вот сосредоточиться и понять, зачем, к чему и почему. И вообще были заняты тем, что нужно было искать работу, которая бы, ну, как бы приносила деньги и так далее. И этот фильм всегда откладывался. Сейчас он по-прежнему лежит, все материалы лежат, так скажем, на полке. Идея сформулирована. Как это сделать примерно мы уже понимаем. Осталось просто начать. Вот. Но, к сожалению, мы сейчас как бы немножко разбросаны, и все заняты по-своему, и сейчас нам как бы вот соединиться, ну, это самое сложное. Но я очень надеюсь, что мы это сделаем. Это важно сделать. Вот. А если бы ты сейчас был на питчинге и рассказывал идею этого фильма, то как бы ты в одном предложении рассказал о том, что с вами случилось? Что с нами случилось? Ну, глобально это важная эпоха, по которой можно проследить то, как развивалась страна. Как мы развивались в стране, как страна развивалась параллельно с нашим театром, и как театр развивался параллельно тому, что происходит вокруг. Театр впитал в себя все то, что происходило вокруг. От того, что художественный руководитель был под домашним арестом, до того, что вот начали запрещать артистов, цензура, туда-сюда. Ну и в итоге этот театр, который как бы
был таким условным рупором свободы, ну, по понятным причинам был закрыт. И в этих новых реалиях он просто не смог бы существовать. Не смог бы? Нет, конечно. Ну а как? Мы это обсуждали, это все у нас есть в кино. Как нам быть при разных раскладах, условно. И, конечно, да, сейчас уже, пройдя какое-то время, понимаешь, что, ну вот если вот оно все вот так вот, как сейчас, ну понятно, что мы бы просто не... Ну это был бы уже не Гоголь-центр. Потому что были бы определенные правила, а эти правила, они, ну, с этим театром как бы не мэтчатся. При этом примерно половину спектаклей Гоголь-центра того, по сегодняшним российским законам можно подвести под статьи о пропаганде того или иного. Да, можно. Это ли не описывает историю, произошедшую со страной, лучше всего? Кать, ну вот видишь, мы через какие разные смотрим призмы. Я вообще не смотрю на это вот законы, незаконы, еще что-то. Вот есть 10 лет моей жизни, и что для меня самое ценное? Не вот это, что там вокруг, вот это все, это не так важно, как то, что происходит там вот в пространстве с этими людьми. То, как ты сидишь с ними там в обеденный перерыв и обсуждаешь что-то, то, как ты с ними просто проводишь время в гримерке. Я не вспоминаю про то, как мы с Корчилиным на сцене играли спектакли. И вот этот взгляд Саши. И я никогда не забуду этот взгляд. Нет, я не это вспоминаю. Я вспоминаю, как я спал с Кукушкиным на одной кушетке там, перед спектаклем, после того, как мы там весь день репетировали и не спали там всю ночь, или потом ехали из Гоголь-центра в детский дом, там подарки привозили детям. Как серебряниковую козу подарили. Какие-то наши внутренние праздники, какие-то наши встречи. Расставание. У всех дети появились, да. Ну, целая жизнь прошла там. Есть у тебя ощущение того, что, несмотря на то, что все равно вы все остаетесь так или иначе вместе, но такое ощущение, что как будто бы юность кончилась? Да, есть такое. Да? Давай я немножко этот миф все-таки развею. Гоголь-центр – это была гигантская команда. Это не только актеры, которых там знали больше или меньше. Это монтировщики, цех, костюмерный цех. Это все была наша команда. Мы все сейчас, к сожалению, ну, так случилось, что мы разлетелись кто куда. И теперь у всех началась своя какая-то индивидуальная жизнь. Да, определенные люди как-то вот сумели, ну так вот судьба сложилась, мы держимся друг за друга. Но все равно уже все по-другому. Это не совсем честно по отношению ко всей команде Гоголь-центр сказать, что да, команда Гоголь-центра, как там писали где-то в новостях, в Берлине. Ну типа Гоголь-центр в Берлине. Ну это не так. Гоголь-центр закрылся 30 июня для меня. Все, что будет дальше, это будет что-то другое. Да, частично с теми людьми, которые были в театре. И это очень ценно, невероятно ценно работать с этими людьми. Потому что профессионалов такого уровня я пока не встречал. Ну, то есть вот сейчас вот везде, где мы работаем, какие-то мероприятия, еще что-то. Люди, которые начинают работать с людьми из Гоголь-центра, они просто хватаются за голову и говорят: Господи, это счастье, мы никогда не работали с такими людьми. Понимаешь, мы сами не отдавали себе отчет того уровня развития, до которого мы там все вместе дошли. Это мы поняли только, когда все развалилось. Для нас это было как бы нормой. А это вообще не норма. Это было какое-то, в общем, удивительное пространство с удивительными людьми. Я как бы точно не хочу для себя отрубать, как все, типа, вот это было, и дальше идем. Я довольно как бы сентиментальный человек, и типа часто ностальгирую. И иногда что какое-то видео попадается или еще что-то. И, конечно, эти чувства слишком близко еще. Слишком я все хорошо еще помню. Но где-то осенью наконец-таки смог начать как-то вот получать удовольствие от этого приключения, в котором я сейчас нахожусь. Это вот буквально сейчас только произошло. До этого вот были эти вот страдания, метания, непонимание, как дальше быть после того, когда с тобой было что-то невероятное, а теперь
ты вообще не понимаешь, ну, как это все вернуть. А это как бы не вернуть, и все. И ты такой, ну, и зачем тогда глобально ты этим занимаешься? Я человек, которого всегда преследует коллектив. Я никогда не был один, Кать, понимаешь? Я это только сейчас понял. Я с детства попал сначала в класс-центр. Казарновского. Это школа-семья. Оттуда я попал в Нордост. Это мой Гоголь-центр, там, условно, детского периода. Потом театр юного актера, где мы там все собрались и из Нордоста, и те люди, с которыми я потом учился в институте. Потом институт с теми людьми, с которыми я знаком был с первого класса, из класс-центра. И потом Гоголь-центр с этими же людьми. Я вообще не понял, кто я, где я и что мне делать. Потому что я не привык жить как бы только про свой путь индивидуальный, про свою там карьеру, назовем это так. Я театром занимался, потому что я люблю людей, я любил друзей. Это моя как бы песочница. А сейчас эту песочницу как бы отняли. И сказали, а вот тебе там что 32, и ну как бы... И как тебе вот, когда нет песочницы? И только сейчас я понимаю, что нормально. Можно и без песочницы, и можно, значит, и нужно эти песочницы строить самому. Другого смысла как бы в своей профессии я не вижу. Я не вижу смысла просто, знаешь, строить свою карьеру, как мы раньше шутили, что пик твоей карьеры – это если ты у Познера оказался. И сидишь и отвечаешь на эти вопросы. Ну что, а вот что значит ты состоявшийся артист там, или не знаю, еще что-то? Ну как бы это меряется же в общей какой-то, знаешь, что ты... А чем это меряется? Да ничем, вот именно. Я для себя понимаю, что искусство это такая гравитация, которая вокруг себя аккумулирует энергии. И вот гравитация – это чудо природы. Никто не знает, по какой причине. Это как любовь, понимаешь? Непонятно, почему она возникает. Почему планета кругленькая? Ну, ты знаешь? Нет, никто не знает. Почему планета остается в этом напряжении тотальном, и она не взрывается в этом бесконечном космосе, не распадается на частицы. Так и вот для меня театр. Эти частицы начинают собираться, аккумулируют вокруг себя энергию. И дальше оно начинает притягивать. И вот в этом, наверное, есть смысл. Когда люди вдруг находят родные души, диалог, когда люди понимают, что они не одиноки, когда их беспокоят одни и те же проблемы, когда они себя видят на сцене. Чудо! Это действительно создается некая планета отдельная. И вот в этом я вижу смысл. А смысл как бы быть отдельным условным астероидом, который летит просто в этом черном, беспросветном каком-то бесконечности, ну, прикольно, наверное, ну, не понимаю, не вижу как бы смысла. Ну, ты там разобьешься в какой-то момент об другой астероид. Ты помнишь день, когда ты узнал, что Серебренникова задержали? Да, конечно. Это было на съемках фильма «Лето». Мы, собственно, были на площадке, были уже все в гриме, в костюме. И начали приходить уведомления, там, телефон, телеграм-каналы. Кирилл Серебренников задержан. У нас у всех было полное ощущение, что он на площадке, на плейбеке ждет нас всех. Не, это было потрясение просто какого-то невероятного масштаба, да. И, собственно, осознание происходило в течение, там, не знаю, 3-4 дней, пока все ждали вообще того, что будет дальше. Вот занимались свободным искусством, да, нас так воспитали, да, мы по-другому не могли, мы вот говорили с публикой, видимо, из-за того, что Кирилл Семенович нас зарядил этой энергией, да, как-то потом эта энергия передавалась зрителям, и зрители это чувствовали, и мы взрослели вот, ну, постепенно, то есть и осознанность приходила тоже о том, где мы, в какой стране мы живем, вообще как что вокруг устроено, тоже приходило постепенно. Просто когда Кирилл Семенович оказался за решеткой, это стало непосредственно частью жизни. То есть это был, знаешь, непосредственно такой контакт с этой системой, вот прямой. Не такой прямой, как у Кирилла, конечно, но все же нас это коснулось, и мы просто начали видеть, как этот аппарат работает. До этого мы, знаешь, это знали на уровне слов, на уровне, знаешь, какого-то там интуитивного ощущения, что что-то не то, что-то как-то не так должно быть, что мы молодые, что почему же президент один и тот же, и почему же вот система какая-то вот такая, а вот нам кажется, можно вот так. И наши там, знаешь, какие-то
и спектакли, и выходы на митинги, они скорее были интуитивны от ощущения того, что есть ощущение, что может быть лучше. И мы же не выходили, знаешь, там, не били витрины там, а мы как бы выходили с желанием, давайте как-то вот диалог выстраивать, давайте попробуем что-то сделать лучше, чем есть. А потом просто мы оказались в той ситуации, когда мы непосредственно начали с этим вот как бы знакомиться прям вот очень близко. И после этого, наверное, да, как бы понимание начало приходить быстрее, активнее. Мы всегда говорили, что у нас не было ни одного спокойного года. И этот каждый год, там, каждое какое-то событие, происходящее с нами, оно нас немножко отрезвляло и показывало со стороны вообще, кто мы и для чего мы. Когда это все началось, конечно, мы с этого момента разговоры в гримерках были постоянно о том, что мы чувствуем, что надвигается какая-то лавина. Когда она будет, никто не понимал, но мы чувствовали, то есть постоянно это обсуждали, что что-то сейчас случится. Сначала это был ковид, как бы, да, и нам казалось, наверное, видимо, про это как-то все вместе начало, этот знаешь, ядерный грипп начал расти как-то очень стремительно. И, конечно, особенно уже в последний год, мы понимали, что, скорее всего, долго это не продержится, если это будет вот в таком, да, виде развиваться. Ну и, собственно, мы говорим о том, что, с ребятами, что, наверное, Google Центр так и должен был закончить свое существование вот на пике, на гребне волны, так сказать. А ты являлся создателем и издателем журнала «Белый шум». Да. Я специально сейчас пересмотрела вот все эти выпуски, и такое было ощущение, что это как будто бы идея мягкой силы. То есть идея того, что ты хочешь изменить что-то в стране, но ты не хочешь бить витрины, выходить на улицу и переходить к каким-то активным действиям. Это попытка разобраться в каких-то базовых понятиях. Да. Импульс у меня был от того, что я занимался там своей профессией, я был актером, вот, и я тогда еще никак не развивался там в режиссуре, ничего. Я просто чувствовал какую-то потребность взаимодействовать с социумом еще каким-то вот методом. И я не понимал, каким. И вот мне почему-то пришла такая странная идея начать заниматься печатным изданием. И я вложил туда вот, собственно, вот это свое желание, вот этой мягкой силы, да, некого такого моего манифеста о том, какие темы нужно сейчас проговаривать и находить какие-то новые ответы. Все темы выпусков, которые есть у этого издания, они всегда были продиктованы тем временем, в котором мы оказывались. И я понимал, там, вот сейчас про свободу, сейчас про кризис веры, сейчас вот про добро, потому что я не знаю, про что еще. Вот сейчас вот альтернативы это вот что? Помогать людям, не знаю. Но это было еще до 24 февраля, последний выпуск. Сейчас я не знаю, какой следующий делать. Не понимаю. Вот у нас вышел он, последние экземпляры можно найти в разных местах в Москве. И пока я даже не думаю о том, какой новый выпуск делать. Потому что пока мне никакая вот очевидная тема в голову не пришла. Точнее, тем много приходит. Я просто думаю о том, как сделать так, чтобы это люди могли прочитать, а не так, что мы напечатаем и просто это сожгут там где-нибудь и все. Потому что ситуации были, когда там некоторые заведения, даже этот выпуск про добро отказывались распространять. Я говорю, ребят, там про благотворительные фонды, там про то, как правильно помогать, максимально гуманистические взгляды. Но нет, кому-то и это уже кажется too much. К слову о добре. Вы всей своей компанией поехали в Крымск во время наводнения. Это была удивительная просто поездка. Инициатором был, конечно, Никита Кукушкин. Вот. Как я помню. Может быть, я ошибаюсь, но почему-то сразу как-то кажется, что это он был. Когда ты имеешь компанию такого человека, как Никита Кукушкин, кажется, что все идеи принадлежат ему. Да. И все, что связано с такой непосредственной, знаешь, импульсом, чтобы начать действовать и помогать. Никита очень в этом силен, и я его безумно люблю и уважаю за все, что он делает. А тебе вообще легко с ним? Слушай, я его знаю столько лет,
И это мой ближайший друг. И, конечно, бывает с ним непросто, мягко говоря. Особенно в работе. Никита непростой, но очень интересный, замечательный человек. Вот так скажу. Итак, вы едете в Крымск. Честно, не помню, как это было. Помню, что мы были, по-моему, у Ромы Шмакова, у моего тоже друга, на даче, и это все случилось, и мы что-то сидели у костра и обсуждали, там жесть вообще, мы же можем помочь, почему бы нет? И мы поехали. Более, как сказать, вот самое понятное время моей жизни, вот когда ты четко понимаешь, зачем ты просыпаешься. Вот, наверное, это был самый какой-то понятный отрезок в жизни. Но ты вот спишь 3 часа, в 6 утра просыпаешься, потому что в палатке невозможно уже спать от жары, и ты просто идешь, как, знаешь, какой-то апостол к каким-то незнакомым людям и просто вычищаешь им дом, строишь туалеты и просто помогаешь людям, которым тяжело. В этот момент я просто понял, что это вообще на самом деле такой смысл жизни. Если у тебя есть силы и возможность, вот помогать это самое. И в разной сфере, неважно как. Там, и в театре это своего рода там помощь такого направления. Кино, там, не знаю, белый шум, благотворительные фонды, как угодно. Но вектор вот этот, он стал для меня определяющим. Это очень сильный отпечаток оставило. Очень сильный. То есть, да, это было прям невероятный опыт. Типа ты приходишь к бабушке какой-то, у которой затопило подвал, и ты срываешься с спины, зарабатываешь себе грыжи там, и просто... то есть ты делаешь все, чтобы ей помочь. А потом, главное, эта бабушка приходит к тебе с таким тазом щей, которых она наварила, с луковицами вот такими. И говорит: мои мальчики, ешьте, пожалуйста. И ты сидишь с этой бабушкой на каком-то разваливающемся столе там, с клеенкой, ешь этот суп и чувствуешь себя счастливым человеком. Какой еще был у тебя момент, когда ты почувствовал себя абсолютно счастливым человеком? Хороший вопрос. Вообще момент вот этого слова, я тоже много про это в последнее время думаю. Я понял для себя, что счастье – это, в общем, не что-то, что на тебя сваливается неожиданно. Я считаю, что это работа. Обрести счастье – это работа над собой. Мы все проживаем жизнь один раз. Вот этого момента больше никогда не будет. Вот твои глаза я могу запомнить только вот сейчас, и либо могу испытать это счастье от этого момента, либо могу про это просто не подумать, не достать это изнутри себя и не почувствовать. Сидеть там в своих мыслях, страдать, что-то переживать. А могу почувствовать. Это моя зона ответственности. Быть счастливым или нет. И моя индивидуальная работа. Так вспомни тот момент, где ты был абсолютно счастлив. Когда я гулял там условно по Тиргарден-парку, сел на лавку и просто это почувствовал, потому что сконцентрировался на этом чувстве. Просто потому что я понимаю, что этого момента больше не будет. Никогда, все. При этом я понимаю весь контекст того, что происходит вокруг, и ужас. Мне остается либо впадать вот в это состояние, которое вокруг меня, и разрывать себя на миллион частиц. И фактически, это никому не принесет ничего, если меня разорвет на миллион частиц, и я растворюсь в этом хаосе и мраке, и ужасе того, что происходит в этом сумасшедшем, абсолютно сошедшем с ума мире. Везде. Либо я вот так возьму и сконцентрирую эту энергию и почувствую это вот сейчас, сидя перед тобой. Что полезнее для этого мира? И для меня лично. Вот это, наверное. Это похоже на типичный берлинский дворик? Нет, у меня вот этот дворик не ассоциируется с Берлином. Это что-то очень спокойное такое. Это вот что-то как раз ближе к Гамбургу, на самом деле. А, да? По моему ощущению, да.
Берлин все-таки для меня более такой динамичный, какой-то хаотичный, в чем-то даже город с огромным количеством разных людей и национальностей. И он такой прям очень суетной. На Москву чем-то похож. Хотя Москву никто не переплюнет по темпу, конечно. Вот, но все же, да. Это такой прям, знаешь, уголок такого спокойствия. Тут типа птички поют. А если бы сейчас ничего из того, что с нами происходило в эти годы, не происходило, но у тебя был бы выбор. Вот ты, Филипп, где ты хочешь жить и работать? Что бы ты выбрал? Блин, хороший вопрос. Ты знаешь, с одной стороны, я только сейчас тоже тебе говорил, что я отпустил эту ситуацию вот с тем, что я как бы не чувствую вот внутри себя, где мое место, где мой дом, вот, и вот это все. Я только начал чувствовать какую-то радость от вот этих приключений, путешествий, какого-то бесконечной смены картинки, то я там, то я тут. И я бы не хотел это ощущение все-таки терять, потому что оно заставляет тебя как бы двигаться и, в общем, не прирастать корнями к чему-то, не останавливаться. Ну, то есть я за это время испытал столько нового всего. Ну, и мы это часто обсуждаем, там вот вчера с Никитой это обсуждали, что... Кукушкиным. Да, когда бы мы могли вообще представить, что нас так сильно будет мотать по миру, и мы будем получать такой невероятный опыт, и знакомиться с невероятными людьми. И, в общем, при этом, конечно же, я понимаю, что вторая часть меня мне говорит о том, что дом я не смогу никогда себе заменить, но я так сейчас чувствую. И ощущение того, что я хочу быть дома, в Москве, в безопасности. И, конечно, я бы хотел там работать, безусловно. Потому что это очень понятная для меня среда, и понятно, про что я могу там, в общем, существовать. Сейчас так получается, что пока этой возможности нет, надеюсь, что это когда-то изменится, но я перестал думать, что это вот должно измениться вот через месяц. А ты готов за это бороться? Наверное, моя борьба сейчас в том, чтобы, знаешь, не впасть в какую-то вот апатию, уныние и бессмысленное бренное существование, что все потеряло смысл. Я стараюсь этот смысл каждый день обретать как бы заново. Что иногда кажется, что единственный доступный способ борьбы – это отъезд. Нет, это вообще не так. Отъезд – это вообще не выход. Ну, как бы для кого-то отъезд – это вынужденная мера, для кого-то это, может быть, давнишняя мечта. Для кого-то, как для меня, это вот момент был, да, что это такой плавный какой-то переход от закрытия Гоголь-центра в работу в Гамбургском театре в Таллие. Поэтому нет, уезд – это точно не выход. Точнее так, это выход, но он не единственный. В знаменитой «Звезде» Серебренникова, где были поставлены спектакли по всем поэтам Серебряного века, ты играл спектакли по Мандельштаму. Угу. Сейчас ты лучше понимаешь историю, которую ты сыграл? Я и тогда ее очень хорошо чувствовал внутри. Я не знаю, почему мне, и, вот честно, это очень странный был спектакль в моей жизни. Мне очень много снов снилось почему-то с Мандельштамом. Вообще, у меня сны – это для меня такая очень важная тема в моей жизни. Я их записываю уже 3 года. У меня очень большой список записанных моих снов. Вот, иногда это перерывы могут быть там в месяц. Я просто забываю, потом опять. И вот я помню, как мне... В общем, снились какие-то фрагменты. И тогда я уже это как-то все очень чувствовал. И для меня это был очень болезненный спектакль внутри. Вот. И дело тут вообще не в поэте и не в таланте, а дело в том, вот в этой какой-то невероятной природе человеческой жестокости, которая вот возможна по отношению человека к человеку. Одинаковых существ 2 руками, ногами, одинаково устроенных, и которые вот могут истреблять друг друга. Это то, что меня не отпускает, и я не могу вообще это никаким образом понять, принять. Но это же не просто еще от человека к человеку, это же еще
Родина к человеку. У меня вот это все время... Родина? Да, к человеку. Ну, Кать, Родина – это слово. Родина – это вот, ну, там, понимаешь, вот ходим мы, вот. Ну, кто ходит, кто режиссирует? Не Родина. Люди в родине, которые называют это родиной и дают этой родине определенную краску, черную, белую, в которую нужно верить, правильную, неправильную. Ее формируют люди. А люди, по большей части, что я вижу сейчас вокруг, не совсем здоровы. Вот эта работа над ошибками, человек как-то усердно не хочет это делать. Ему кажется, что вот его мнение, оно верное, единственно правильное. И просто вот у кого побольше мускулатуры, да, ну там условно, да, типа свою правду демонстрировать, ну вот оно, вот все и борются за эту демонстрацию, попытку отстоять эту вершину, понимаешь? И вот называют родину там родиной, такой или иной. Но это все люди. Люди Что такое Родина? Я не знаю, я не знаю. Я знаю, что такое дом, семья, я знаю, что такое друзья, что такое Родина. Меня это слово начало пугать в какой-то момент. Ну, правда, оно даже такое, знаешь, немножко вот агрессивное для меня почему-то. Как будто бы под словом «родина» мне должны прижечь раскаленным чем-то вот так вот плечо, знаешь, с какой-то меткой. Вот у меня такое ощущение. Не знаю почему. А ты не боишься, что вся твоя юность, вся твоя молодость пройдет в этом времени? Нет, потому что я свою дорогу стараюсь сейчас выстраивать так, чтобы вот у меня не было ощущения, что вот только там мое место или только тут мое место. Мое место сейчас там, где я буду как раз чувствовать себя счастливым, где я буду себя не обманывать, где я буду продолжать заниматься тем, что я люблю и что я умею. И это не важно, где это будет, в какой точке мира. В чем смысл жизни? Мы сейчас можем просто отдельное интервью еще записать, понимаешь, на тему, в чем смысл жизни. Если так вот прям поверхностно сказать, то в том, чтобы уметь любить, даже в самые темные времена находить внутри себя радость к жизни и обретать это в какое-то внутреннее свое счастье, делиться этим счастьем с другими, не врать себе и пускай я скажу не бояться, потому что одним из наших девизов нашего курса и работы в Google-центре всегда была фраза «не врать и не бояться». Ее очень многие не любят. Ну, как-то она, знаешь, такая. Но я даже спектакль про это ставил, понимаешь? Про этот страх, который нас всех съедает. Вот, наверное, не бояться, да. Не бояться там много всего. Себя не бояться нового, не бояться оглядываться назад и рефлексировать по прошлому, не бояться признаваться в любви, не бояться... Ну и все, и там дальше этих не бояться бесконечное множество. Насколько глубоко ты сможешь там заглянуть в себя, где ты там чего боишься, ну вот как-то так. Что такое любовь? Ну это, наверное, высший такой какой-то дар для человека, который может излечать тебя и людей вокруг. Ну, то есть, если ты обладаешь этим даром, если ты умеешь действительно любить, то
что ты будешь здоровым человеком. А если ты еще и умеешь ее отдавать, ну, как бы вот тебе хватает ее, чтобы отдавать другим, то еще, может быть, ты и других можешь излечить. Что будет после нас? Скорее всего, будет все то же самое. Ну, просто будет все то же самое, и ответственность вот каждого из нас к концу своей жизни прийти с тем багажом, чтобы как-то, в общем, оказаться где-то. Вот мы все время с тобой удивляемся, все повторяется, так все и реально повторяется. Мы все топчемся по одному и тому же, вот, постоянно. Тогда ни у чего нет смысла. Есть смысл в том, чтобы найти эту третью дверь. Вот не идти, вот опять же, принимать там, родину, и начинать вот этими паттернами себе голову, ты как бы, и ты там пошел куда-то, пошел там лево-право, черные, белые, и понеслось, понимаешь? А вот как бы попытаться в этом во всем, вдруг так тынь, как бы, и найти какую-то вот, знаешь, как в «Интерстелларе», ну, чтобы оно вот все пространство так, знаешь, немножко завибрировало и вдруг открылось. Вот я как бы вот в это верю. И думаю, что это правда единственный возможный смысл, что ли, я не знаю, этой жизни. Ну, так получается. У тебя есть план? Нет. Вот план там, про счастье, про ощущение себя в пространстве, про место, на котором ты сидишь. Вот план как можно тоньше это чувствовать. Вот такой у меня план. Потому что все, что мы что-то там планируем, ну вот у меня за это время очень много того, что я себе планировал, в итоге рушилось. И каждый раз это очень неприятно и больно. Запланировался какое-то там иллюзорное будущее. А жизнь тебе такая говорит, да не сюда, я тебя сюда веду, что ты там туда смотришь? Вот я пытаюсь как-то сейчас четко чувствовать место и то, куда меня она ведет. Вот с ней как бы идти. Не куда-то там пытаться все рваться. В общем, да, она как-то, вот эта энергия, она как-то умнее вообще нас всех, она нас куда-то выведет в итоге. Надо просто это внутри себя, это состояние и голос этот как-то ловить, вот, концентрироваться на этом, что ли. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Слишком разные это вещи. Милосердие, справедливость. Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Тут я даже не думаю, потому что Родина и все, что мы говорим про государство, страны и какие-то политические режимы, политиков, это все наше больное сознание, которое человеческое в итоге сотворило в этом мире. Как бы мы во всем виноваты. А истина — это что-то... Это вот то, что ты на меня смотришь, вот это как бы для меня и есть истина.